Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. И сегодня мы подведем итоги работы BitSwap. Что они сделали за прошлый год, что не успели сделать и какие планы на следующий год. Мы сейчас находимся на главном экране и можем увидеть одно из достижений, что даже сейчас на медвежьем падающем рынке 243 миллиона долларов залочены на бирже BitSwap. Эти деньги хранят люди. Довольно приличная сумма, которую люди доверили данной площадке. А суммарно на ней наторговали 52 миллиарда долларов. Одна из крутых штук, которую BitSwap ввел в этом году, это двойные пулы. Информацию по двойным пулам я веду всегда вот в этом файле. Они выходят каждую неделю, по крайней мере так было в этом году, в 2022, и длятся 1 месяц. По истечению этого срока денежки нужно забирать, чтобы они у вас не лежали там без дела, а перекладывать в новый пул, ну, либо делать все, что вы с ними пожелаете. И для этого я веду вот эту таблицу, чтобы вы могли зайти и увидеть, когда вы в какой пул вложили и когда этот пул закончился, чтобы у вас деньги не простаивали. Также в этом файле, либо в описании под каждым видео вы можете взять бонусную реферальную ссылку, которая позволит вам немного сэкономить, если вы пользуетесь данной биржей. Ну а напомню, кто не знал, что BitSwap это довольно надежная биржа, которая спонсируется Binance Labs и постоянно тесно сотрудничает с Binance. У них проходятся разные акции, там за бонусный стейкинг BitSwap на Binance, там подарочные карты, о которых я рассказывал. Ну и они участвовали на Binance Crypto Week, тоже были там одними из партнеров. Так что я думаю, с биржей BitSwap будет все в порядке, они прекрасно переживут медвежий рынок и токен BitSwap полетит выше $2. Если вы покрутите вниз сайта, то вы можете здесь увидеть довольно много новостей, связанных там с Binance. Здесь старые там новости партнерства. Вот, например, ссылка на статью, в которой говорится, что Binance Labs инвестирует в BitSwap и прочие новости. Ну, собственно говоря, вот даже большими написано Binance Labs наш инвестор. Ну а внизу видно тоже большое количество партнеров. Это очень большое количество топовых бирж, ведь L-Bank и Binance. В общем-то, если зайти на CoinMarketCap, то можно увидеть, где торгуется. Ну, на большинстве крупных бирж Binance, вот KuCoin, Pancake, Gate, BitGet, L-Bank, Max, CoinEx. Ну, в общем, монетка BSV есть практически везде, где надо. Также была выпущена 3 дня назад обновленная дорожная карта. Она имеет вот такой вот вид. Ссылочку на нее я оставлю в описании, но сегодня мы про дорожную карту говорить не будем. Разберем это уже в следующем году. А давайте теперь пробежимся по годовому отчету BitSwap. Что было сделано? Вот в фактах они выделяют, что прошел Binance блокчейн, где они там были партнером. Добавлен экспертный мод, мульти-ревард пул, NFT collectibles, об этом я тоже рассказывал, но сейчас еще вкратце напомню. И крипто-фиат integration, ну можно купить фиат. 45 коллабораций было за 2022 год. Наторговано 52 миллиарда. 146 тысяч холдеров есть у BitSwap и 623 тысячи пользователей, из которых 552 тысячи, то есть 500 000 пользователей, ну, активно, то есть не знаю, какая там статистика, раз в месяц, как минимум, что-то там торгует. Очень вот это полезная статистика. Если вы забыли или вдруг не знали, что BSV, во-первых, у него эмиссия относительно небольшая, но еще и довольно много их сжигается. Уже было вот 40 миллионов монет сожжено. И если мы перейдем вот опять же на главную страницу, вот здесь есть такая вот прикольная табличечка, да, вот 700 миллионов токенов всего, total supply на данный момент 421 выпущено, в обороте есть 361 миллион, 40 миллионов сожжено. Ну и капитализация сейчас довольно небольшая, всего лишь там 59,5 миллионов. Это говорит о том, что очень легко этому токену будет расти на бычке. Ну, про листинги я уже рассказал. Механику Holders Pool. Давайте сейчас мы зайдем в раздел Earn, в раздел Launch Pool Stake BSV. И вот видим наш Holders Pool. Да, Holders Pool это специальный бонусный пул, в котором нам нужно держать деньги, чтобы получать доступ до определенных событий, которые происходят на бирже BitSwap. Там всякие-то листинги, ланчпулы, ланчпады и так далее. Вот такие вот активности. Ну, в том числе сюда входят и даблпулы. Чтобы иметь возможность стейкать деньги в этих даблпулах, зарабатывать 2 монеты, там BSV плюс еще одна какая-то топовая монета, нужно хранить вот минимум 500 токенов в Holders Pool. Ну, о чем нам здесь и говорят. Ну, а вот недавно выходил специальный даблпул в сотрудничестве с Betfury, это тоже их непостоянный партнер, это вообще, наверное, одна компания, но там нужно было иметь прям вот collectibles. Это вот специальные NFT-шки, которые обменивались на старые NFT из игры в кальмара. На BitSwap, да, есть реферальная программа, она может достигать до 20%, ну, если там нужно стейкать довольно большое количество токенов, опять же, в Holders Pool. Вот давайте зайдем в реферальный кабинет и посмотрим. Чтобы получить 20%
кэшбэка нужно 10 тысяч токенов положить в Holders Pool. Ну, оптимальным я считаю вот это вот что-то в районе там 3000. Это дает вам уже там 14%. Ну, 3000 с копеечками и будет 16%. Marketplace 2.0, да, был запущен Marketplace уже с обновленным интерфейсом. Был добавлен экспертный режим в обмене, то есть на него можно перейти либо из раздела Exchange, вот здесь переключить вот галочку, либо же прямо вот из меню в разделе Trade есть Expert Mode. Мы в него переходим и видим уже такой красивый график, подобие как бы стакана, ну, историю обмена, ну и более удобное окно для покупки-продажи монет. Также для активных трейдеров есть такое понятие, как Multi-Reward Pool. Это, в общем-то, крутая штука. У него даже сейчас есть 500% APY. Это очень круто. И выплата идет не только в BSV, а еще в WBNB, но это обернутый BNB, тот же самый обычный BNB, и в USDT, ну в смысле в BUSD. То есть в 3 монетах вам делается выплата. Но чтобы получать вот эти вот 500%, нужно активно здесь торговать. Нужно на 1 BSV, который вы положите сюда в стейкинг. Стейкинг происходит вот именно в этом окне. Нужно наторговать $20 объема в месяц. То есть если вы ложите 1000 BSV, то вам нужно сделать объем $20 тысяч, не BSV. Каждый месяц. То есть вы объем сделали на месяц и пошла отсечка. Ну, если вы торгуете там в течение дня, каждый день понемногу, то это все будет накапливаться, суммироваться в течение месяца. Но когда срок от одной транзакции, которую вы сделали, например, торганули сегодня на 10 тысяч, то через 30 дней этот объем торговый обнулится. То есть, ну, это и реально для активных трейдеров. Ну, либо, если вам вдруг надо обменять довольно большую сумму, опять же, тут там 10, 20, 30 тысяч долларов, и вы сделаете это на BSWAP, то не забудьте потом все-таки положить определенную сумму BSV, чтобы вам насчитали 500% годовых. Ну, если же вы, конечно же, храните токен BSV. Экспертный мод я вам рассказал, показал. По поводу обмена collectibles я, в принципе, отдельно вам показывал. Ну, сейчас давайте еще раз зайдем. Зайдем давайте в раздел NFT, NFT стейкинг. И вот здесь мы видим, в принципе, да, можно было сразу зайти, да, NFT Exchange. Вот есть этот пункт. На первой вкладке мы можем обменивать робиков, ну у кого они есть. На второй вкладке это у нас игроки в кальмара и автобусики. Ну опять у нас уже первый уровень NFT Collectibles закончился, есть только второй. Для него нужно насобирать 500 тысяч SE энергии и 25 мест в автобусиках. Ну вот они у меня есть, что тут не прогрузились. Давайте обновим страничку. Ну, в общем, не хотят картиночки прогружаться сейчас. Но, смотрите, видите, здесь надпись. Тоже нужно иметь хотя бы 500 BSV застейканных в Holders Pool, чтобы у вас была возможность сделать обмен. Давайте перейдем в обновленный Marketplace. Еще раз глянем на Collectibles. И что-то, смотрите, прям цена подросла. То есть Squid NFT, видите, здесь минус 50 падают игроки. Робики тоже как бы еще держатся. Ну и Collectibles. Ну, как я говорил, выглядят они хорошо. У них есть определенные бонусы. И они бывают 5 уровней. Ну, допустим, возьмем какой-то второй уровень. Вот возьмем нашего какого-то там Саурона. Или кто он там у нас. И посмотрим, что он дает. Он дает кэшбэк в виде 5%. 0,6% с обменов, с реферальных с фарма 0,25%, вот он добавляет к текущим вашим показателям, и с ланчпула 0,25%. То есть показатели, ну, такие себе, конечно, там NFT-шки крутого уровня имеют довольно-таки неплохой бонус. Ну, с дизайном вообще вопросов нет, выглядят они шикарно, и стоят они, в общем-то, как видите, довольно-таки не кисло. Вот по 6, там 7 тысяч BSV, это NFT-шки второго уровня, там NFT-шка 4 уровня, там вообще как бы 23 тысячи долларов, 160-150 тысяч BSV. Ну, а NFT-шки первого уровня стоят, ну, тоже как бы немало, да, там по 300 баксов, 2000 BSV нужно. Ну, вот возьмем какой-то Bumblebee, он суммарно сможет вам компенсировать 10 тысяч BSV, 2,5% кэшбэк с обмена у вас получается с комиссией, ну, 0,4%. Ну и по реферальным вот такие вот цифры он вам добавляет. Давайте поглядим, почем у нас тут игроки. Вот я выбрал второй уровень. Игрок с меньше 1000 энергии стоит 18 BSV-шек. Ну, в принципе, надо там своих оставшихся распродать. Зачем они мне? Там осталось их десяточек. Ну, дружба с Binance. Торговый конкурс на 100 тысяч в BSV. Ну и да, вот это прикольная была неделя блокчейна, в котором, да, некоторые люди завтыкали получить свои призы, потому что уведомление приходило персональным сообщением в Твиттере. Это было, конечно, неожиданно для многих. Но кто-то Mercedes таки забрал. Так вот выглядит экосистема BSWAP на 2022 год. Вот кошельки, которые поддерживаются, аутлистинги, которые были на цексах, сотрудничество с дексами.
Ну, там ламы, панкейки всякие. Бифи, тоже смотрите видео на канале, есть отдельные по некоторым из них. Сотрудничество с информационными, аналитическими, там вот Certic, CoinGecko, CoinMarketCap, отдельные партнерства, ну и много разных интеграций. 45 официальных коллабораций, кстати, да, с GrizzlyFi коллаборация была, с Альпакой, с SafePal. Было добавлено 12 новых кошельков в 2022 году, но MetaMask это как бы уже давно. Wallet Connect, MetaMask, Trust Wallet, Wallet Connect, Token Pocket и Mass Wallet. Ну и, в общем, там много там разных, да, вот акций. Можете перелистать. Но давайте теперь поговорим, что не было таки реализовано и что будет реализовано еще у нас в следующем году. Они об этом открыто говорили вот в отдельной статье, ссылку на нее тоже оставлю. Называется она BISWAP Action Plan, то есть план действий, в котором говорят, что много чего не успели, особенно там NFT, Squid Game, конечно, классная была штука, робики и все остальное. И первое, вот о чем они говорят, что да, действительно мы кое-что не успели, и это одно из того, что было запланировано на 2022 год, но не было сделано, это мультичейн. Они говорят, что это было сделано в связи с наступлением медвежьего рынка. И чтобы запустить мультичейн, нужно было там выделять большое количество BSV другим сетям. Это создаст давление дополнительное на курс монеты. Потому они как бы этот пункт придержали. Также бонусный пул с фиксированной ставкой и со сложным процентом тоже эту функцию они не реализовали. Хотя она уже была готова, так же как и мультичейн. То есть функционал технически уже готов, он написан, но пока что отложен. Вот опять же список того, что было сделано. Экспонент-партнер на Binance Blockchain 2022 года. Виджет, с помощью которого можно купить фиат на площадке BISWAP. Он находится в разделе Exchange, в разделе Buy Crypto. У нас есть возможность купить с помощью Binance Connect и с помощью Mercurio. То есть про Mercurio я делал отдельное видео. Если вы там не житель Беларуси, РФ или США, то это можно сделать реально в 5 кликов, купить крипту с карты. Улучшенные всплывающие окна, страница голосования, обновленное меню пула, стейкинга, фарминга, обновленная программа глобального поощрения, мультивознаграждения, джекпот, да, был для игроков ставгейма, и Marketplace 2.0 и 100 тысяч подарков на день рождения. Также можете здесь ознакомиться, было большое количество там всяких изменений, больше связанных, наверное, с бэкэндом, которые как бы широко не оглашались. Можете тоже здесь прочитать. То есть этой статье 2 месяца, и в ней они вот пишут, что должно быть реализовано еще вот в 2022 году. Это коллекционные NFT, мы знаем, что это было сделано, экспертный мод тоже был сделан, и новогоднее событие, тоже как бы идет. Вот такие вот дела, в общем-то, ребята. С BISWAP порядок, он не стоит на месте, все развивается, но медвежий рынок, как говорится, никого не жалеет и много чего как бы стоит на тормозах. Но напоследок, ребята, покажу вам вот это вот счетчик, ссылку на него тоже оставлю. Это на CoinMarketCap, обратный отсчет до халвинга биткоин. И осталось там год и 2,5 месяца до наступления халвинга. А как мы знаем по истории, к наступлению халвинга, точнее даже скорее всего после него, биткоин существенно растет. Я на самом деле так и предполагаю, что у нас где-то еще год, 23 год будет скорее всего медвежий. Это не обязательно весь год мы будем падать. Еще, конечно, биткоин может куда-то там свалиться в район 12-10 тысяч. Я не буду этому удивлен. Постараюсь даже с этого получить какую-то пользу и прикупить интересующие меня активы по дешевочке. Но я готов к тому, что это займет еще минимум год. Год либо падения, либо боковика. Скорее всего, боковик будет, наверное, минимум в полгода перед тем, как мы начнем рост. И только в 2024 году мы начнем расти, а новые хая увидим, скорее всего, даже в 2025. Потому что циклы роста последние у нас были 2 года рост, 2 года падения. Вот примерно такие рамки. А падаем мы сейчас примерно год. Так что еще год тягомотины, ребята. Готовьтесь. И всех с наступающим. До скорых встреч. Также, ребята, присоединяйтесь к сообществу BISWAP в любой из удобной для вас социальной сети и к программе Space Agent для популяризации нашей DEX.